Океан в тот день дышал мерно, но в его кажущемся спокойствии таилась скрытая, непреодолимая сила. Солнечные лучи пробивали редкие перистые облака, заливая золотом бескрайнюю полосу песчаного побережья. Соленый бриз приносил терпкий запах водорослей и ракушечника, а пенные гребни с глухим рокотом разбивались о прибрежную отмель, рассыпаясь миллионами хрустальных брызг. Для группы друзей это была обычная прогулка по дикому пляжу, редкая возможность отвлечься от повседневной суеты и послушать бесконечный шум прибоя. Однако безмятежность момента внезапно оборвалась. Впереди, на границе мокрого песка и отступающей пены, темнел странный неподвижный силуэт. На первый взгляд он напоминал мокрый обломок дерева, выброшенный штормом, но при приближении стало ясно — на отмеле лежало живое существо. Это был совсем еще юный дельфиненок. Его гладкая лоснящаяся серая кожа быстро высыхала под палящими полуденными лучами, а хвост и плавники беспомощно зарывались в зернистый песок. Малыш тяжело и прерывисто дышал через дыхало на макушке, издавая едва слышные щелкающие звуки. Отчаянный сигнал бедствия, обращенный к матери или стае, которые были уже далеко за пенной линией рифов. Любая минута на суше для морского млекопитающего подобна смертному приговору. Без плотной водной среды тяжесть собственного тела начинает сдавливать внутренние органы, а солнце и сухой ветер вызывают стремительное обезвоживание. Мужчина в черной футболке и темных очках не колебался ни секунды. Оценив ситуацию, он мгновенно опустился на колени прямо в мокрый песок рядом с беспомощным пленником суши. «Скорее, держи его аккуратно! Назад, в воду!» — раздались взволнованные голоса друзей. Мужчина бережно обхватил упругое, мускулистое и в то же время хрупкое тело дельфиненка обеими руками, стараясь не повредить чувствительные грудные плавники. Малыш весил немало, но прилив адреналина сделал эту ношу невесомой. Мужчина поднялся и быстрым шагом бросился прямо навстречу набегающим пенным барашкам. Холодная вода обрушилась на ноги, промочив одежду до нитки. Пройдя пару метров вглубь, пока уровень моря не поднялся выше колен, спаситель плавно опустил малыша в прозрачную зеленоватую толщу воды. Почувствовав родную стихию, дельфиненок встрепенулся, сделал мощный взмах хвостовым стеблем, подняв сноп брызг, и устремился вперед. На берегу раздались ликующие крики. Мужчина с облегчением выпрямился, победно поднял вверх большие пальцы и вскинул руки к небу. Казалось, что чудо свершилось за считанные секунды. Жизнь спасена, природа взяла свое, а доброе дело выполнено без лишних сложностей. Улыбаясь, он развернулся и зашагал к суше. Но океан редко отдает свои трофеи так просто. Не успел мужчина сделать и десятка шагов по мелководью, как за его спиной нарастающий гул волны сменился тревожными криками товарищей. Обернувшись, он замер. Сильный придонный накат и коварная прибрежная волна с легкостью подхватили обессилевшего детеныша, перевернули его в толще пены и снова выбросили прямо на мокрый берег. Оказавшись на сухом песке во второй раз, малыш забился еще сильнее. Его силы были на исходе. Борьба с встречным прибоем отняла последние запасы энергии. Он лежал всего в нескольких шагах от набегающей кромки прилива, уязвимый и дезориентированный. В этот момент стало понятно — поверхностная помощь не сработает. Прибойная зона — самое опасное место для неокрепшего морского обитателя. Волна, закручивающаяся у самого берега, создает мощный барьер, преодолеть который в одиночку дельфиненок просто не в состоянии. Радость мгновенно сменилась предельной концентрацией. Мужчина развернулся и снова побежал к выброшенному на берег малышу. На этот раз тактика должна была быть другой.
Просто опустить его на мелководье означало обречь на бесконечные удары о песок. Нужно было преодолеть линию прибоя и вынести его туда, где волны перестают ломаться и превращаются в глубокую ровную зыбь. Опустившись к дельфину, спаситель осторожно взял его на руки во второй раз. Он чувствовал мелкую дрожь, пробегавшую по гладкой коже животного, и слышал его частое дыхание. «Держись, приятель, сейчас мы прорвемся!» Словно убеждая и себя, и своего подопечного, мужчина шагнул в бушующий океан. С каждым шагом идти становилось все труднее. Вода доходила сначала до колен, затем до бедер, а накатывающие волны норовили сбить с ног. Удары соленой воды обжигали глаза, тяжелая мокрая одежда тянула вниз, а скользкое дно уходило из-под босых ног. Но мужчина крепко прижимал дельфиненка к груди, защищая его своим телом от прямых ударов бурунов. Преодолев линию самых высоких гребней, мужчина зашел по пояс в воду. Здесь глубина позволяла малышу свободно расправить плавники и совершить полноценный грибок, не боясь удариться о каменистое дно. Опустив руки в воду, человек плавно отпустил дельфина, слегка направив его носом в сторону открытого горизонта, прочь от коварного берега. Дельфиненок скользнул в глубину, но мужчина не стал сразу возвращаться на спасительный берег. Он остался стоять среди волн, по пояс в холодной воде, вглядываясь в изумрудную гладь моря. Ветер трепал его волосы, волны то и дело накатывали на плечи, но спаситель терпеливо ждал. Он отказывался покидать пост до тех пор, пока лично не убедится, что малыш набрал скорость и не вернется обратно с очередным накатом. На берегу тоже все затаили дыхание. Минуты тянулись мучительно долго. Океан казался безмолвным и пустым. Под бирюзовой поверхностью воды плясали солнечные блики, скрывая любые тени. Сердце сжималось от тревоги. Хватило ли сил? Смог ли он сориентироваться? И вдруг, метрах в 40 от берега, на гладкой поверхности воды разрезал волну маленький треугольный спинной плавник. Дельфиненок уверенно всплыл, чтобы сделать глубокий вдох, сверкнул на солнце мокрой спиной и плавно ушел на глубину, держа курс в открытое море навстречу свободе и своей стае. Напряжение, сковывавшее всех присутствующих, мгновенно рассеялось. Пляж наполнился вздохами облегчения и радостными возгласами. Мужчина медленно побрел обратно к берегу, чувствуя приятную усталость во всем теле. Его одежда была насквозь пропитана соленой водой, ноги утопали в песке, но на лице сияла искренняя улыбка человека, которому удалось отвоевать у стихии маленькую, но бесценную жизнь. Эта история не просто случайная встреча на побережье, а напоминание о том, насколько уязвима дикая природа перед лицом слепой стихии и как много значит человеческое неравнодушие. Лишь благодаря упорству, чуткости и готовности идти до конца маленькое морское существо получило второй шанс на жизнь в бескрайних просторах океана.